Всем привет! Сегодня готовим очень легкий, вкусный, быстрый в приготовлении салат «Мужской каприз», но почему-то его больше съедают женщины. Итак, берем одну луковицу, чуть больше нежели средних размеров, и нарезаем ее на небольшие кубики. Весь измельченный лук отправляем в отдельную глубокую тарелку. В тарелку к луку добавляем 2 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки яблочного уксуса. Если вы будете использовать обыкновенный столовый 9%, тогда их нужно будет добавить просто 2 столовые ложки. Далее все, что есть в тарелке, очень хорошо перемешиваем и добавляем теплую воду. Воды нужно добавить столько, чтобы полностью покрылся весь лук водой. Еще раз очень хорошо все перемешиваем и тарелку с луком отставляем в сторонку, пускай он немножко промаринуется. Это для того, чтобы ушла полностью вся горечь. Далее, для приготовления этого вкусного салата нам понадобится один свиной язык. Его нужно будет отварить с любимыми вашими специями. А затем полностью весь язык нужно будет постараться нарезать соломкой на небольшие полоски. Ну вот примерно как-то так у вас должно будет все получиться. Конечно же, вместо свиного языка можно будет использовать говяжий. Итак, пока мы нарезали язык, лук уже немного промариновался. Его нужно будет хорошо сцедить, убрать полностью всю жидкость. Возвращаем его обратно в глубокую тарелку. Затем в тарелку к луку нужно добавить примерно 1,5 столовые ложки майонеза. Берем ложку, очень хорошо перемешиваем лук с майонезом. А затем в эту же тарелку нам нужно отправить полностью весь нарезанный язык. Еще раз очень хорошо все перемешиваем и отставляем тарелку с луком и языком в сторонку, пускай она дожидается своего времени. Сегодня салат мы будем собирать через салатное кольцо. На дно на тарелку нужно будет добавить небольшое количество майонеза. Наверх на майонез нам нужно будет натереть на крупной терке заранее отваренные 2 картофелины. Затем либо ложкой, либо вилкой, кому чем удобнее, всю картошку нужно будет разровнять равномерным слоем. Ее нужно будет даже немножко притрамбовать. Слой из картошки нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Затем наверх на картошку добавляем майонез, но не делаем сетку, потому что если сделать сетку, картошка плохо пропитается. После добавления майонеза его нужно будет очень хорошо разровнять, так чтобы полностью была покрыта вся картошка майонезом. Сколько его добавлять, решать только вам. На следующий слой нам нужно будет отправить замаринованный лук с языком, полностью все, что вы сделали. После того, как вы разровняете этот слой, солить и перчить его не нужно, потому что лук замаринованный, а язык вы отваривали с любимыми вашими специями. На следующий слой нам понадобится 3 отваренных яйца вкрутую, и их нужно будет полностью все 3 штуки натереть на крупной терке. Слой из яиц тоже хорошо разравниваем, тоже немножко притрамбовываем. Добавляем небольшое количество майонеза, и этот майонез тоже нужно будет хорошо разровнять ложкой. Этот слой из яиц тоже нужно было посолить и поперчить, но я немножко забыл, но ничего страшного. На последний завершающий слой нужно будет отправить натертый твердый сыр на мелкой терке. Какой брать сыр, решать только вам. Берите тот, который любите больше всего. Ну а дальше салат остается только украсить. Я сделал небольшую сетку из майонеза. По кругу кольца добавил небольшое количество зелени. В моем случае это был мелко нарезанный укроп. Ну а в квадратики и сетки, которые получилось, нарезал на маленькие кусочки помидор. Думаю, что получилось красиво. Дальше, друзья, аккуратно снимаем салатное кольцо. Дадим салату хотя бы час, чтобы он настоялся, и можно смело подавать к столу. Салат по вкусу получается очень необычный, нежный, но зато очень сытный. Я уверен, что такой салатик понравится всем гостям, и он станет украшением не только праздничного стола, но и в любой другой день. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, оцените видео лайком, напишите в комментариях, как вам такая идея для новогоднего праздника. Также оставляйте в комментариях свои любимые рецепты, которые вы будете готовить на Новый год. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Всем пока, всем до скорых встреч!